Главная жестокость депрессии. Она не делает вас грустным, она выключает будущее. В вашем мозге идет война. Префронтальная кора, та часть, что планирует, мечтает, строит завтра, замолкает. Буквально. Томография показывает, активность падает на 30-40%. Одновременно амигдала, древний центр угрозы, разгорается как пожар. Она кричит «опасность, опасность, опасность», хотя вы лежите в безопасной постели. Гиппокамп, хранилище памяти, начинает сжиматься. Кортизол, гормон стресса, атакует его нейроны. Вы теряете доступ к хорошим воспоминаниям. Остаются только провалы и боль. Мозг переписывает вашу историю в минор. Серотонин и дофамин, химия желания и удовольствия, падают, но неравномерно. Дофамин падает в прилежащем ядре, центре мотивации. Вы теряете не радость, вы теряете способность хотеть. Еда безвкусна, музыка, шум, люди, раздражение. Мир становится серым не метафорически, буквально. Исследования показывают, депрессия меняет восприятие цвета. Почему мозг так устроен? Почему он может выключить сам себя? Депрессия – это не поломка, это древняя программа выживания. Когда предок терял статус в племени, когда его изгоняли, активность падала. Он переставал бороться, экономил энергию. Не лез в драки, ждал. Иногда это спасало жизнь, племя возвращалось, или он находил новое. Но в 2026 году эта программа запускается от электронного письма, от комментария в сети, от взгляда коллеги. Мозг из саванны не понимает разницы между изгнанием из племени и увольнением с работы. Он включает режим выживания там, где нужен режим действия. Хелен Мейберг, нейрохирург, нашла зону 25 по Бродману. Крошечный участок коры. У людей с депрессией он горит как прожектор. Когда его отключали стимуляцией, депрессия отступала за минуты. Пациенты описывали это, как будто включили свет. Не метафора, реальность. Выход из депрессии не про силу воли. Это про переключение систем. Когда вы двигаетесь, даже через «не хочу», моторная кора посылает сигналы обратно в лимбическую систему. Движение создает эмоцию, а не наоборот. Когда вы называете чувства словами, префронтальная кора снижает активность амигдалы. Это не магия, это нейронные пути. Депрессия убеждает вас, что так будет всегда. Это ложь. Мозг пластичен. Гиппокамп восстанавливается, связи отрастают. Но не сами. Им нужна помощь. Терапия. Иногда медикаменты. Иногда просто человек рядом, который не говорит «соберись», а говорит «я вижу, как тебе тяжело». Парадокс депрессии в том, что она крадет именно то, что нужно для выхода из нее.